Привет! Пересмотрев еще раз фильм «Тихоокеанский рубеж», в одну из частей кайдзю выпрыгивает из воды на сушу. Там это был грузовой порт с контейнерами. Я решил, что нужно собрать еще одну диораму по этому фильму, но уже без эпоксидной смолы. Условия я себе поставил такие: не использовать эпоксидку, поверхность воды должна быть максимально реалистичной, сделать реалистичную пену и брызги. Основание я делаю из пеноплекса. На термостанке отрезаю необходимого размера кусок. Вклеиваю его в заранее изготовленную деревянную рамку с помощью термоклея. Эту рамку я спроектировал сам, таким образом, чтобы при случае можно было бы сделать и подсветку по периметру и спрятать провода. Как раз подсветку я реализовал в прошлой работе над егерем. Для начала нужно создать основную поверхность моря. Это будет толща воды с несколькими длинными волнами. В качестве материала для этого я использую скальптомолд. Эта сухая смесь больше напоминает папье-маше. Развожу небольшим количеством воды. Полученную смесь наношу на поверхность пеноплекса, попутно формируя волны. Крупной наждачкой зашкуриваю подсохшую поверхность. Идеально гладкая поверхность не потребуется, так как сверху еще будет слой полимерной глины с фактурой мелких волн. Для создания такой фактуры я использую пластиковые ролики собственного производства. Такие можно купить в моем магазине на Etsy. Ссылка справа сверху. Отрезаю кусок полимерной глины. Я использую ту, что не требуется запекать. Делаю полоску чуть шире, чем ролик с фактурой. Раскатываю роликом так, чтобы отпечаталась фактура волн. Лучше всего делать это на пленке. Смачиваю с обратной стороны глину и приклеиваю на поверхность скальптомолда. Также делаю и вторую полоску. В тех местах, где полоски плотно сошлись, я раскатываю место соединения тем же роликом. Щели крупнее сначала заделываю кусочком глины и трамбую их обратной стороной кисти. Теперь можно по свежим заплаткам пройтись роликом. Ролик отлично работает и полностью скрывает места стыков. Была одна трудность – это постоянно появляющиеся трещины на поверхности. Видимо, это произошло из-за того, что я поторопился и слишком рано начал накрывать слой скальптомолда. Но в итоге все их я успешно замазал. В покраске моря нет ничего сложного. Использую два оттенка синего цвета, темным и посветлее. Тем, что посветлее, я прокрашиваю верхние части волн, таким образом получается создать объем. Сухой кистью немного добавляю зеленых оттенков. Также, используя метод сухой кисти, выделяю белой краской некоторые вершины волн. На этом с покраской моря я закончил, и дальше его нужно сделать таким же глянцевым, как настоящая вода, но перед этим я сначала поверхность смажу глянцевым клеем Mod Podge, разведенным с водой. Это своего рода грунтовка. Состав впитается в глину и создаст защитный слой, также удержит поверхность от рассыхания. Дальше я покажу, как добиться максимальной глянцевости, а пока мне нужно заняться фактурой кайдзю, а также органично встроить его в поверхность моря. Фигурка выглядит как Франкенштейн, так как я печатал ее на маленьком принтере и все части постепенно склеивал в одну большую. Швы заделывал пластиковой замазкой.
Я использовал прозрачный полимер для печати, и на нем плохо видны все косяки. Также на швах фактура кожи отсутствует совсем. Чтобы все это исправить, я покрываю модель черным цветом. После этого гравером сначала снимаю лишнее и оставшиеся поддержки, а затем дорисовываю фактуру кожи. Покраска кайдзю простая, я доверил эту работу своей 9-летней дочке. По новым правилам YouTube я не стану использовать изображение детей в ролике, но в моем инстаграме желающие могут посмотреть это видео. Для покраски использовалось всего 3 оттенка. На узорах я остановлюсь поподробнее, ведь они по моей задумке должны ярко светиться при воздействии ультрафиолета. Для этого я на узоры нанесу флуоресцентный голубой краситель. Он прозрачный, а при воздействии ультрафиолета ярко светится. В целом кайдзю закончен, можно переходить к следующему этапу работы. В этом месте будет грузовой порт, пока просто оставлю дощечку. Отмечаю место, где кайдзю выпрыгнет из воды. В качестве основания для фигурки использую скалптомолд. С ним удобно работать, и он будет прочно держаться на поверхности моря. Формирую материал таким образом, чтобы имитировать подъем воды, которая потом должна плавно перейти в пену, а она в свою очередь в брызги. Основа закончена, и пришло время создать фактуру. Для этого применяю все тот же метод. Это совсем не сложно, и обладать особыми навыками совсем не требуется. Ролик продается в моем магазине на Etsy, ссылка будет в описании. Дальше идут все те же самые шаги, как были в начале работы над морем. Покраска и грунтовка. Теперь всю поверхность я дополнительно промажу глянцевым клеем Liquitex. Склеиваю 2 части рамки на эпоксидную смолу. Фигурку тоже приклеиваю на эпоксидку.
Пока эпоксидка отверждается, я белой краской выделяю некоторые вершины волн, так я имитирую пену. В этом месте будет начало пены. Щели закрываю с пененной замазкой, она сама по себе уже похожа на пену, но конечно этого недостаточно. В чистом виде эта замазка все же грубовата для пены и полностью матовая. Следующим шагом я смешиваю ее с клеем Liquitex и немного добавляю для фактуры хлопья белого цвета от Woodland Phoenix. Наношу смесь на модель, причем если в прошлый раз я лишь пытался заделать щели, то в этот раз я уже стараюсь имитировать плавный переход воды в пену. Теперь самое интересное – создание пены. Я использую натуральный стопроцентный хлопок, проще всего его найти в вейперских магазинчиках. Отрываю небольшой кусочек и приклеиваю у основания его на клей Liquitex. Как только клей высохнет, я промазываю остальную часть хлопка и пинцетом растягиваю волокна. После высыхания промазанные клеем волокна становятся глянцевыми и похожи на брызги. Процесс несложный, но требует времени. Я наклеил первый слой хлопка и все хорошо промазал. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет. Брызги уже начали проявляться, время сделать первый слой пены. Делаю ее с помощью вспененной замазки и глянцевого клея Mod Podge. Склеиваю компоненты, получается смесь по консистенции похожая на сметану. Кистью наношу смесь на хлопок. Завершающий этап над поверхностью моря. Пришло время сделать море абсолютно глянцевым, без намека на матовость. Надо покрыть его лаком, и не просто лаком, а аэрозольным автомобильным лаком в несколько слоев. Такой лак не течет, не желтеет и легко наносится на любые поверхности. В это время, пока клей и лак сохнут, я займусь территорией морского порта и освещением. Покрываю поверхность черной краской. Подготавливаю место для проводки. Высверливаю отверстия для проводов под питание. Припаиваю резисторы и коннекторы на макетную плату.
Делаю отверстия в пеноплексе в месте, где будут стоять опоры. Провода будут проходить в опорах. Приклеиваю пеноплекс к рамке и прижимаю струбцинами. Спереди брызги должны вылетать на пирс, прорабатываю их. Таким же образом, как и пирс, подготавливаю опоры моста, которые я замоделил и напечатал на 3D принтере. Клей подсох, и я опоры крашу в серый цвет, имитируя цвет бетона. Смывкой делаю имитацию подтеков. Опоры приклеиваю на нижнюю часть моста. В нижней части моста будут миниатюрные ультрафиолетовые светодиоды. Просверливаю под них отверстия и аккуратно вклеиваю их на полимер. Полимер практически мгновенно отверждается под воздействием ультрафиолетового фонарика. Через кондукторы продеваю проводку. Спаиваю диоды с проводами. Приклеиваю доборники, так как немного ошибся с длиной моста. Верхнюю часть моста, асфальт, крашу в черный и приклеиваю к нижней части. Прижимаю струбцинами. Пока клей сохнет, я дорабатываю детали с брызгами. Делаю их повыше, добавляю дополнительные слои клея и всего кайдзю промазываю глянцевым клеем, будет казаться, будто он мокрый. С помощью специального материала Water Effects я имитирую крупные ручьи воды, которые стекают с тела монстра. Water Effects нужен для имитации водопадов. Этот материал по консистенции похож на крем. Цвет у него белый, а после высыхания он становится прозрачным, но только в том случае, если слой тонкий. На палитре делаю несколько полос, чтобы после высыхания приклеить их на кайдзю.
Прошли сутки, мост склеился. Я успел за это время покрасить контейнеры, автомобили и перила. Контейнеры приклеиваю на макет. Перед тем, как приклеить транспорт, я делаю разметку на дорожном покрытии. Будет 3 полосы для движения. Простым карандашом имитирую колею и стирательной резинкой размываю четкие линии карандаша. Имитирую ремонт асфальта. Почти все готово. Приклеиваю все мелкие части моста, перила, фонари, автомобили и отбойники. Макет завершен, теперь надо провести тестирование освещения. Давайте посмотрим вместе. А на сегодня все и до следующего видео. Пока!